Srila Bhaktivinoda Thakur has sung Kita janma ho jatha tua das Bohirmo brahma janme nahi mor asa Kita janma ho jatha tua das Tua dasa means your servant. Итак, у Шрилы Бхактивинода Тхакура есть такая песня. Кита джан махоя ядха туя даса бахирна брахма джанты нахимура аш. Кита джан махоя ядха туя. Туя дас означает твой слуга. Actually, we are all servants of Krishna. Jiver Swarupa Nitya Krishna Das. But forgetting our position, we are now acting as Dasa of Maya, Mayar Das. Hoya Mayar Das Kori Nana Abhilash. На самом деле мы все слуги Кришны, Дживера, Сварупа, Хоя, Нитья, Кришна, Дас. Но забыв о своем положении, мы действуем сейчас как Дасы Майи, Майер Дасы. Хоя, Майер Дас, Кори, Нана, Абхилас. The advantage of Krishna Das is that he has got only one desire. Anukullina Krishna Anusilanam. To serve Krishna purely, that's all. Преимущество Кришнадасы в том, что у него есть только одно желание. Анукулина Кришна Нушиланам. Служить Кришне чисто. Вот и все. Krishna is not impersonal. Krishna is person. And whatever he orders, whatever he says, if we carry out faithfully, then our original constitutional position is regained. It can be done very quickly. Кришна не безличен, Кришна личность. И чтобы он не приказывал, чтобы он не говорил, если вы исполняете верно его приказы, то тогда ваше изначальное положение, оно восстанавливается. Это можно очень быстро сделать. Krishna says, Sarvadharman parityajya mamekam saranam vraja. And if we do that immediately, then we revive our original position, immediately, within a second. Кришна говорит, Сарвадхарман паритяджа, мам экам шаранам раджа. И если вы сразу же это исполняете, то тогда вы сразу же возрождаете свое изначальное положение за секунду. Hoya Mayardas Korinana Vilas. We are making plans in so many ways to be happy. But if we accept this one plan, that immediately surrender to Krishna, then our life is successful. Холи Майардас Кори Амана Абхилас. Мы строим планы, множество разных путей, как стать счастливыми. Но если мы примем вот этот один план, то тогда сразу же, если сразу же мы предадимся Кришне, то тогда наша жизнь будет успешной. And if we do not accept this proposal of Krishna, and if we make our own plans to become happy, it will be never possible. А если мы не примем вот это предложение Кришны, если мы будем продолжать стряпать свои собственные планы о том, как стать счастливыми, то мы никогда не достигнем успеха. Hayya Mayar Das Kori Nana Abhilash.
Anadi Bahimuk Jeev Krishna Bhuli Gela Ataye Maya Tar Golay Badhila. We are not independent. If we do not agree to serve Krishna, then we have to serve Maya. Мы не независимы. Если мы не соглашаемся служить Кришне, то тогда мы будем вынуждены служить Майе. Our position as servant is never changed. We remain servant. So if you don't agree to accept Krishna's proposal, Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Vraja, then we have to take shelter of Maya and we have to perpetually serve. Наше положение как слуги, оно не меняется никогда. Мы остаемся слугами. Если мы не соглашаемся принять предложение Кришны, Сарва Дхарман Паритяджа, Мам Экам Шаранам Раджа, то тогда мы вынуждены будем принять прибежище у Майи и вынуждены будем вечно так служить. Bhutta Bhutta Praliyati. To serve Maya means to continue this material existence one after another. Служить Майе означает продолжить свое материальное существование один отрезок за другим. Now I have got this body, you have got this body, and if we do not change our attitude to serve Krishna, then we get again next body. Сейчас у меня есть это тело, у вас есть вот это тело. Но и если мы не изменим наше умонастроение на умонастроение служить Кришне, то мы тогда получим следующее тело. There are 8,400,000 different forms of body we can see. There are so many trees, plants, insects, animals. They are all living entities. Существует 8,400,000 разных форм тел. Мы можем это видеть. Есть множество деревьев, растений, насекомых, животных. Все это живые существа. Also, there are nice body. Americans, Europeans, beautiful body, or demigods' body. There are different bodies, 8 million. И есть также вот хорошие тела, американские, европейские, красивые тела или тела полубогов. Есть различные тела, 8 миллионов. So long we shall remain Mayar Das, we have to change this body, one after another. И до тех пор, пока мы будем оставаться майя дасами, мы вынуждены будем менять тела одно за другим. It may be of higher standard or it may be of lower standard. That will depend on my work. Karmana daivanetrena jantat deho upapatti. This is the philosophy, Krishna consciousness. Это может быть высокого уровня или низкого уровня тела. Это зависит от моей деятельности. Кармана дайва нетрина янтардеха упапати. Вот таково учение сознания Кришны. We are not independent. We are completely under the control of material nature, and we get different types of bodies on account of associating with different modes of material nature. Karanam gunasanga asya sadasat janma jonishu. Мы не независимы, мы полностью под управлением материальной природы, и мы получаем разные виды тел в соответствии с тем, как мы общаемся с разными режимами работы материальной природы. Sat, asat, there are two kinds of status quo. Sat and asat. Sat means nice or eternal, and asat means not very nice. Сат-асат. Существует два вида положений.
Сат и асат. Сат означает хороший или вечный, и асат означает не очень хороший. Либо вы получаете So either we can get the body of the human society, or we can get a body in the hog society, dog society. либо вы получаете тело в человеческом сообществе, либо вы получаете тело в сообществе свиней, в сообществе собак. But the activities of the hogs and dogs and human being, if it is carried on in ignorance, eating, sleeping, mating, then there is no difference. Но деятельность свиней, собак или людей, если она осуществляется в невежестве, только еда, сон, совокупление, то тогда нет разницы, кто вы. There is no difference to become a hog or to become a man. Нет никакой разницы, вы свинья или вы человек. A man is also eating, hog is also eating according to one's taste. The man is also sleeping, the hog is also sleeping according to the position. So that does not make any difference between a human being and a hog. Человек ест, свинья также ест в соответствии со своими предпочтениями. Человек спит, свинья также спит в соответствии со своим положением. Так что вот эти виды деятельности, они не делают различий. На самом деле это одно и то же. Они не делают различий между человеком и свиньей. But at the present moment, we have taken this civilization that hog is eating stool, and if we are eating very nice plate, then we are civilized. Но в настоящее время мы принимаем вот такую культуру, что свинья, она поедает испражнения, и если мы едим если мы едим с красивых тарелок, то мы, конечно, тогда культура. But Shastra says, no, eating and the taste of eating is the same. Но Шастра говорит, нет. Питание и вкусы питания, они на самом деле одинаковые. Hog is enjoying eating stool, and we are enjoying eating something else. The taste of eating is the same. There is no difference. Вы всегда наслаждаетесь поеданием испражнений или вы наслаждаетесь поеданием чего-то другого. Вкус от самого принятия пищи, он одинаков. На самом деле нет разницы. You like something, I like something. But the common formula is that you eat, I also eat. Вы что-то едите, я что-то ем. Но обычная формула такова, что вы едите, и я также ем. Therefore, we have to change this formula. If we simply waste our time like the hogs, eating, sleeping, sex life and defense, then that is not human life. Поэтому мы должны изменить формулу. Если вы просто тратите свое время на то же самое, на что его тратят свиньи, просто еда, сон, секс и самооборона, то это не человеческая жизнь. Human life is meant for tapasya. That is not possible by the hogs and dogs. Человеческая жизнь предназначена для тапаси, и такое невозможно для свиней и собак. Tapasya, austerities. By austerities, by tapasya, we can purify our existence. Тапасия, аскезы.
Через аскетичность, через тапасию мы можем очистить наше существование. We are existing at the present moment because we are changing body. Bhutta bhutta pralaya. Therefore, it is polluted existence. This is not pure existence. В настоящее время вот это наше нынешнее существование, так как мы меняем тела, будто пролиете, то это оскверненное существование, это нечистое существование. Pure existence is eternal life, blissfulness and knowledge, full of knowledge. That is pure life. Чистое существование – это вечная жизнь, полное блаженство и знания, полного знания. Вот это и есть чистая жизнь. So, the human life is meant for purifying our existence. Stop this continuation of birth, death, old age and disease and live eternally blissful life of knowledge. That is the business of human life. Человеческая жизнь предназначена для очищения нашего существования, для прекращения вот этих повторяющихся рождений, старости, болезней и смертей, и для достижения вечной жизни, полное блаженства и знания. Вот в чем предназначение человеческой жизни. People do not take this fact very seriously. They have become so dull-headed. Но люди не воспринимают вот эти все факты серьезно. Они стали такими тупоголовыми. That there is freedom from this continuation of birth, death, old age and disease. They cannot believe it, they cannot consider it. Для них сейчас им дается свобода, ну то есть они могут освободиться из этих повторяющихся старости, болезней, рождений и смертей. Но они никак в это не хотят верить, они не хотят даже думать об этом. They think, this is going on. Some modern civilization is quite different from the Vedic civilization. Они думают, все идет само собой, это есть жизнь. И современная культура, она очень отличается от ведической культуры. Vedic civilization means to make a solution of this problem. Stop this process of birth, death, old age and disease. That is Vedic civilization. Ведическая культура предназначена для того, чтобы разрешить вот эти трудности, прекратить повторяющиеся рождения, старости, болезни, смерти. Вот это ведическая культура. That is human civilization. And to become better hog, nicely dressed hog, that is not Vedic civilization. That is hog civilization. Вот это и есть ведическая культура, это человеческая культура. А стать лучшей свиньей, лучшей одетой свиньей, это не ведическая культура, это культура свиней. Our Krishna consciousness movement is trying to save people from the hog civilization or dog civilization to human civilization. И наше вот это движение сознания Кришны, оно пытается спасти людей от этой свинской культуры или собачьей культуры и возвысить их до человеческой культуры. That is, human civilization means plain living and advancing in spiritual consciousness. Not to increase unnecessarily artificial way of life. Человеческая культура предназначена для того, чтобы просто жить и продвигаться в духовном осознании, а не увеличивать без нужды всякие искусственные потребности. But we should know what is the aim of life and try to achieve success in the aim of life in any condition. That is Vedic civilization.
И мы должны осознать, в чем цель жизни, и пытаться достичь успеха в достижении вот этой цели жизни из любого положения. Вот это и есть ведическая культура. Any condition. Any condition means in the material world we find that somebody is well situated and somebody, we think like that. Nobody is well situated, but we think like that. В любом положении означает, что в этом материальном мире мы видим, что кто-то он хорошо расположен, а кто-то, ну мы думаем, на самом деле никто не расположен хорошо, мы просто думаем таким образом. So, if we want to cultivate Krishna consciousness in any material condition, we can do that. И если мы хотим развивать сознание Кришны из любого материального положения, то мы можем это делать. Any material condition cannot check our advancement in spiritual life. Агай-туки апратихата. Любое материальное положение, никакое материальное положение не может остановить наше продвижение в духовной жизни. Just like these European, American boys and girls, they are not accustomed to sit down on the ground. In their country, that is not their civilization. They sit down very nicely on chairs and very nice apartment. Вот как, скажем, эти европейские, американские юноши и девушки, они не привычны к тому, чтобы сидеть на земле. В их стране другая культура, они там достаточно удобно сидят на стульях, у них хорошие помещения. But because they have taken to this Krishna consciousness, they do not hesitate to sit down in any condition of life. This is advancement. Но поскольку они приняли вот это движение сознания Кришны, то они не замедлили оставить свои привычки, и они теперь сидят в любом положении, им все равно. Вот это и есть продвижение. They do not grudge that we are not accustomed to sit in this way. No. That is any condition. Они не беспокоятся о том, что мы не привычны к тому, чтобы сидеть в таком положении. Нет, а в любом положении жизни они готовы находиться. Any condition of life, Krishna also says, Mang hi partha vyapasritya jepishu papajuna striya vaishya satha shudra sti vijanti parangati. So, we can accept Krishna consciousness in any condition life. Кришна также говорит, что мы можем принять сознание Кришны в любом положении жизни. There is no impediment. That is spiritual. Нет никаких препятствий ни для кого. Вот что такое духовное. That is spiritual. Not that unless such and such conditions are fulfilled, I cannot take to Krishna consciousness. No. Вот что такое духовное. Не так, что до тех пор я таким-то и таким-то образом не устрою себе положение, я не могу принять сознание Кришны. Нет. As I told in the beginning, that you can accept Krishna consciousness within a second. Как я уже сказал в начале, вы можете принять сознание Кришны за секунду. As Krishna says, sarvadharman parityajya mamekam saranam vraja. So if you immediately take Krishna, yes, Krishna. Как Кришна говорит, сарвадхарман паритяджям мам экам шаранам враджа. И если вы сразу же придете к Кришне, Кришна, да. We have thoroughly read Bhagavad Gita, then we understand that we are part and parcel of Krishna, and Krishna is asking to surrender. Why not surrender? That is intelligence.
Вы тщательно изучили Бхагавад-гиту, и вы поняли, что я неотъемлемая частичка Кришны, и Кришна просит меня предаться. Так почему бы не предаться? Вот когда вы так думаете, это и есть разум. Krishna says that is the way of life. Ultimately, one has to surrender to Krishna. Кришна говорит, что именно вот это и есть путь истинной жизни. В конечном итоге каждый должен предаться Кришне. That is the success, ultimate success. Bhavanam janmanam ante. One is accepting immediately and one is experimenting with truth, and it will take many births. Вот это и есть успех, конечный успех. Бхагунам джанманам анте. Кто-то принимает это сразу же, а кто-то проводит там опыты с истиной. И это может занять у него множество рождений. Krisha adhikatarasti sam abhaktya satyachitasa. Krishna is presently instructing in person, and foolish people are thinking that he is impersonal. Клешадхи катарас тишам авьякта сакта четасам. Кришна в своей личной форме их наставляет, а глупцы думают, что он безличен. Why impersonal? Krishna is always speaking, Mami vaja prapadanti, mayami tang sarantite, aham adirhi devana. The first person is used everywhere. Как он может быть безличен? Кришна постоянно говорит, мам ва пропадянте мая метам тарантите, ахам адирхи деванам. Он от первого лица все время говорит, везде. Aham sarvasya prabhava matta sarvam pravartate. Aham. Krishna says aham, person. Ахам, Кришна говорит, ахам, личность. So, why we should think of Krishna being impersonal? This is our misfortune. Так что зачем мы должны думать, что Кришна безличен? Вот в этом наша неудачливость. Therefore, it takes many births. Even when he is Jnanavan, it takes many births to surrender to Krishna. Поэтому это и занимает множество рождений. Даже если человек Гьянаван, у него занимает множество рождений предаться Кришне. Bhavanam janmanam ante Jnanavan. Although he is Jnanavan, superficially, still his Jnana has been taken away. Хотя он и гьянаван с поверхностной точки зрения, все равно он гьяна. Все равно его гьяна, она украдена у него. Maya aparita jnana. Although he is proud of his knowledge, the Maya says, no. Why you are accepting Krishna as person? He is impersonal. Майя пахрита гьяна. Хотя он очень гордится своим знанием, а Майя ему при этом говорит, нет, зачем тебе принимать Кришну как личность? Он безличен. The Maya is dictating and taking away his knowledge. Maya aparita jnana. Майя изнутри ему что-то нашептывает и забирает у него его знания. Krishna says, aham, I, me. These are first person. And still, these people are thinking of Krishna as impersonal. Кришна говорит, агам, я. То есть он везде говорит от первого лица. И все равно люди, они думают, что Кришна безличен. Why? This is called Maya Aprita Jnana. They have studied the Vedic literature, but could not understand what is Krishna. Почему так? Вот это называется Майя Пахрита Гьяна. Они изучили всю ведическую литературу, но они не смогли понять, кто такой Кришна. So intelligent person, instead of waiting many births to understand Krishna, may take it immediately
what Krishna says as it is, then his life is successful. Так что разумный человек, вместо того, чтобы ожидать множество рождений, для того, чтобы понять Кришну, он может принять Кришну таковым, какой он есть прямо сейчас. So, that is possible to understand Krishna as he said. И тогда его жизнь будет успешной. И это возможно понять Кришну, так как он сам о себе говорит. So, that is possible to understand Krishna as he said, but because on account of our sinful activities, we cannot understand. Итак, это возможно понять Кришну таковым, какой он есть, таковым, как он сам о себе говорит. Но поскольку мы занимаемся греховной деятельностью, мы не можем понять его. Duskritina. Duskritina means always engaged in sinful activities. Very intelligent person, but engaged in sinful activities. Душкритина означает постоянно занятый греховной деятельностью. Очень разумная личность, но занята греховной деятельностью. Now you see that all the people are nowadays educated. But all of them, mostly, 99%, they are engaged in sinful activities, illicit sex, meat eating, intoxication, gambling. В наши дни все люди образованные, но подавляющая часть из них, 99%, занимаются греховной деятельностью. Незаконный секс, мясоедение, принятие интоксикации, азартные игры. These are sinful activities, and in spite of advanced education all over the world, these things are going on. Это все греховная деятельность, и несмотря на продвижение образования по всему миру, все это продолжается. Therefore they cannot understand Krishna. Krishna is understood by a person who is no more engaged in sinful activities. Поэтому они и не могут понять Кришну. Кришна может быть понят только той личностью, которая больше не занимается греховной деятельностью. Jeshang tu antagataṁ papam janānaṁ puññakarmānaṁ te dandamaha nirmukta bhajanti maṁ dhirabrata. So we are trying, this Krishna consciousness movement is meant for this purpose, that stop sinful activities and hear Krishna and accept him as he is saying. Итак, мы пытаемся, вот это наше движение сознания Кришны, оно предназначено для этой цели. Прекратить греховную деятельность и слушать о Кришне, и принимать его таковым, как он сам о себе говорит. Then your life is successful. That's all. Вот тогда ваша жизнь становится успешной. Вот и все. Very simple thing. Очень простая And вещь. those who are adopting these ways, this process of life, is becoming successful practically. И те, кто принимает этот путь, вот этот подход жизненный, они становятся очень успешными на деле. There is no doubt about it. Asangsang, samagrangvang, jathagasasi, tatchino. Asangsang, without any doubt. Samagrang, in full, not partial. Никаких сомнений не может быть в этом отношении. Асамшаям, самаграммам, ядхаджяшаси, тачину. Асамшая, никаких сомнений, без каких бы то ни было сомнений. Самаграм, полностью, не частично, а полностью. Maya sakta mana prartha, yogang jinjan madasraya, asangsang, samagrang mam jathagas. Krishna is explaining himself. Is that jatha gases without any doubt, asangsang and samagram.
Итак, Кришна сам разъясняет о себе, что ядха гьяшаси, без каких бы то, вне каких бы то ни было сомнений, асамшаям и самаграм. Samagram means in fullness. The absolute truth in full. И самаграм означает во всей полноте, абсолютная истина полностью. The absolute truth is realized as Brahma, as Paramatma, as Bhagavan. So Krishna says, I am giving you full knowledge, both of Paramatma and Brahma, and my personal knowledge. Yatha Ganshasi Tatchinu. Just hear from me. И Кришна говорит, я даю тебе полное знание и о Параматме, и о Брамане, и обо мне лично, обо всем этом знании. Ядха гьяшаси тачвину. Просто слушай от меня. So this is the opportunity in human life. Krishna is explaining, God is explaining himself. And still, if we remain dulls and fools and rascals, then it is our misfortune. That is explained. Naradhama. Так что вот это и есть возможность, предоставляемая человеческой жизнью. Кришна сам разъясняет о себе. И все равно мы остаемся тупицами, глупцами, негодяями. Ну тогда это уже наша неудачливость. Naradhama. Naradhama cannot understand Krishna. Naradhama, lowest of the mankind. Вот такое состояние называется Нарадхама. Нарадхама, они не могут понять Кришну. Нарадхама — это низшие из людей. Naradhama. Nara means man, and Adhama means the lowest. Нара означает человек, и Адхама означает низший. So, those who are Naradhama, they will escape this Krishna consciousness movement. Otherwise, anyone who is intelligent, and after many births experience, he will accept. Итак, Нарадхама, они избегают вот этого движения сознания Кришны. В противном случае, любой, кто разумен, кто развил разум за множество рождений, посвященных получению опыта, вот он принимает. So, we can understand by this crucial test or test tube what is what. Итак, мы можем понять через вот этот вот такой тщательный тест, тщательную проверку, что к чему. Ключевую, критическую, важнейшую кусел. Что к чему? Можем понять это как, как лаборатории проводят исследования. Вот такой же тщательный это тест. So anyway, our business is, you Western boys and girls, you have taken this Krishna consciousness movement very seriously. Так что, так или иначе, наше дело в том, что вы, западные юноши и девушки, вы приняли очень серьезно это наше движение сознания Кришны. I am very much thankful to you. So, try to make the people uttama, although at the present moment they are naradhama, without understanding Krishna. Так что
Попытайтесь сделать людей уттама, хотя в настоящий момент они нарадхама, у них нет понимания Кришны. So these are not, I mean to say, exaggeration. It is stated in the Shastra. И это не какое-то преувеличение, там, сгущение красок. Нет, так утверждается в шастре. And our point is that anyone who is not taking to Krishna consciousness, he is among these groups. Duskritina, Mudha, Naradhaman, Maya Apurita Jnana, Asuri Bhava. И наше понимание, вот то, что мы хотим объяснить, какую вещь хотим донести, это что любой, кто не принимает сознание Кришны, он попадает в одну из этих групп. Либо Душкритина, либо Мудха, Нарадхама, Майя Пахрита Гьяна, Асури Бхава Шита. The basic principle is Asuri Bhava. Основа их сознания – это Асури Бхава Шита. Asura. Asura means against God, always. The Ravana was an Asura, Hiranyakashipu was an Asura. They were very learned scholar, son of a Brahmin, and very powerful. The only fault was they did not believe in God. Therefore they are called Asuras. Асура означает тот, кто всегда против Бога. Вот Равана был асурой, Хираньякашипу был асурой. Они были очень учеными людьми, сыновьями браманов и очень могущественными. Их единственным недостатком было то, что они не верили в Бога. Поэтому их называют асуры. So anyone who does not believe in God, he is Asura. Так что любой, кто не верит в Бога, он асура. This is the verdict of the Shastra. Таково суждение шастры. And this Asuric civilization is going on all over the world. So we are making little effort to make the Asuras devotees, that's all. This is our business. И вот эта демоническая культура, она по всему миру сейчас установлена, и мы предпринимаем небольшие усилия для того, чтобы сделать этих асуров преданными. Вот и все. Вот это наше дело. So we are very much thankful to Mr. Pullareddy. He has given us a place, very important place, and we are constructing temple. He is always eager to help us. Therefore, he is a bhakta. Итак, мы очень благодарны мистеру Пулларедди. Он дал нам вот это место, очень важное место. И мы сейчас создаем там храм. И он всегда жаждет помогать нам, поэтому он бхакта. We are very much thankful to him. He is a bhakta. So, at any moment, Mr. Pullareddy will call us. We are ready to come here because he is a bhakta. И мы очень-очень благодарны ему, потому что он бхакта. И в любой момент, когда бы он нас не позвал, мы тут же готовы прибыть сюда, именно потому что он бхакта. Madhbhaktya puja adhika. Krishna likes if you honor the bhakta. Мад бхакта пуджа адикам. Кришне очень нравится, если вы прославляете бхакту. Krishna is very much pleased. If you love me, love my dog. Кришна очень-очень этим доволен. Есть такая пословица: если любишь меня, то люби мою собаку. We have seen in the Western countries when two gentlemen meet, he pets the friend's dog and he pets the friend. That we have seen it. Мы видели это в западных странах, когда два почтенных человека встречаются, один там шлепает, ну так,
мягко пошлепывает, потрепывает, чтобы доставить ей удовольствие, собаку своего друга, тот его собаку. Ну, вы видели. Они прежде всего так к собакам обращаются, ну как у тебя дела, кто-то, как у тебя дела, собака. So let us all become dogs of Krishna and bhaktas will love us. Thank you. Так что давайте все станем просто собаками Кришны, и тогда бхакты будут, они полюбят нас. Спасибо вам большое.